Когда я был еще мелким, наша семья переехала в Оук-Клифф, небольшой райончик на юге Далласа, где все решали улицы. Если ты был слабым, тебя ломали. С тебя могли снять кроссовки посреди улицы. Ты можешь дать отпор, рискуя своей жизнью, либо обращаясь за советом к отцу. Но его у меня не было. Он ушел за хлебом, когда мне было 3 года. Мать тянула нас с сестрами в одиночку, трудилась на 3 работах, домой приходила уставшей, и там уже было не до любви. Позже я пойму, что у нас это семейное. Я был худой, длинноногий пацан без авторитета. В школе меня не замечали. В спорте полный ноль, а вокруг творился настоящий хаос. Я ходил на местную ярмарку по канализационному тоннелю, а мой друг Брайан случайно пристрелил своего знакомого на охоте. Unlucky. Мне срочно нужно было на что-то отвлечься, и мой выбор пал на американский футбол. Да-да, ни о каком баскетболе и речи идти тогда не могло. Я был 180 сантиметров ростом, и успеха в баскете мог добиться только с помощью стремянки. Чего не скажешь о моих сестренках, Дебре и Ким. Их руки метко отправляли мяч в корзину. Временами они звали меня поиграть в козла, но чтобы им быть, мне не обязательно было проигрывать. С броском у меня была беда. Вот у отца не было с этим никаких проблем. Он отлично бросал своих детей, которых насчитывалось свыше 40. Маме тоже со временем наскучило играть в железную леди, и она швырнула пакет с моими вещами за дверь со словами: «Уходи, червяк, я так больше не могу». Это был бросок в вечность. Добро пожаловать во взрослую жизнь. На полгода я стал маминым бродягой. Короче, бездомным. А первым узнать о щедрых бонусах от наших партнеров можете по ссылке в закрепленном комментарии. Смотрите и переходите. Привет, моя любимая работа в аэропорту Далласа. Я мыл туалеты. Перебиваясь погрузка багажа, жизнь походила на фильм Гарольда Рамеса. Драешь сортиры, ешь, спишь, идешь драть сортиры. Это навсегда, подумал я в тот момент. Чтобы окончательно не сойти с ума от бесконечной рутины, была попытка взбодрить себя. Так я впервые очутился в тюремной камере. Я просто спер 50 пар часов из магазина Duty Free. Своровал, чтобы быть крутым, чтобы парни с района меня зауважали. А в момент, когда я раздавал бы им эти часики, они перешептывались: «Блин, он получает все, что хочет, он чертовски крут». Да, так бы и было, если бы не камеры видеонаблюдения, из-за которых я телепортировался за решетку. Где делил обезьянник с ночными бабочками, которые выглядели прилично потасканно? Я быстро рассказал, что не планировал продавать эти тикающие побрякушки, признался, куда их скинул, и меня отпустили. А потом со мной случилось настоящее чудо. И я сейчас не про историю, когда я заплатил $20 одной опытной девушке древнейшей профессии, чтобы она лишила меня девственности. Дело было в другом. За 1 год я вырос почти на 25 сантиметров. Просыпаешься утром, и вдруг твои ноги достают до конца кровати. Баскетбол меня интересовал на тот момент так же, как сейчас тебя интересует спиннер и гироскутер. Но мой друг заметил эту аномалию и сказал: «Червяк, иди на паркет, попробуй». Меня приняли в команду местного колледжа. Деревянного, без броска и классного дриблинга, но готового цепляться за каждый мяч. И вот эта злость стала моим оружием. Еще с работы в аэропорту я привык делать всю грязную работу, которая никому не по душе. Ты не будешь набирать по 30 очков, но можешь стать цепным псом, который никогда не отпустит свою добычу. Это твой последний билет в NBA. Червяк. Он один из самых умных игроков, с кем я когда-либо сталкивался. Коби Брайант. Я не хватал звезд с неба, зато отлично полировал скамейку запасных своей задницей. Тренер перестал верить в меня, я верил в себя еще меньше. На тренировках больше не появлялся, к черту этот баскетбол. Ничего не выйдет. Как вдруг произошло еще одно чудо. Мама, повесив телефонную трубку, крикнула из кухни: «Эй, Деннис, звонил Лон Рейзман. Он хочет, чтобы ты переехал в Оклахому». Рейзман стал моим баскетбольным отцом, которого я первым поблагодарил на включении в зал славы NBA в 2011. 1986 год. Драфт. Скауты сомневались насчет моей персоны, несмотря на то, что я отдавался в Оклахоме на все 100. Я слышал про интерес со стороны Милуоки, но слава богу, что перед драфтом из-за болезни провалил 2 тренировочных лагеря. Бакс отказались от авантюрного выбора, первый раунд близился к концу, какого-то бугая из совета взяли в Портленд под 24 номером. Окей, второй раунд, 27-й пик, Детройт. Да, они сделали это. Похоже, это самое подходящее место для меня. Добро пожаловать в NBA, Деннис Родман.
Свой первый сезон я понятия не имел, что, черт возьми, делаю в Пистонс. Если кратко, то просто хорошо проводил время. Я был таким энергичным, таким активным, неуловимым и живым. Я просто хотел выходить и играть, показывать людям, что я люблю баскетбол. Старина Чак Дейли очень верил в меня и даже поставил защищаться по Ларри Бёрду в финале Востока. Кстати, никогда не понимал ажиотажа вокруг этого усатого деревенщины. Он получал MVP только потому, что он был белым. Ларри – переоцененная пустышка, которой повезло в 7-м матче, и пусть весь мир знает об этом. У меня не было идеалов. Джордан, Мэджик, Хаким, без разницы, кто передо мной. Я залезал в голову каждому, и они молились, чтобы этот червяк отлип от них. Тебе никогда не стать титаном баскетбола, если ты нуждаешься в поддержке авторитетов. Я нырял соперникам в ноги, летел в трибуны за мячом, дрался за каждый сантиметр паркета. Мы были плохими парнями, которые брали чемпионаты, уделывали Лейкерс и Селтикс, но главное, я понял, что шоу на паркете ценится не меньше, чем счет на табло, а я умел делать шоу. Родман был чистой воды гений, но у него была нежная душа. Айзея Томас. В начале 90-х я сломался внутри. Чака вышвырнули из баскетбольной семьи, мне это знакомо. Наступил момент отчаяния. Выпивка и девчонки уже не спасали, нужно было решиться на это. У меня был ствол. Я щеголял им в одном из стрип-клубов, где ко мне подсел журналюга по имени Крейг. Увидев пистолет в моих руках, он был немногословен. «Это будет очень тупо, чувак». «Спасибо, Крейг. Вероятно, тогда ты спас мне жизнь». Жизнь, которая подарила расставание с матерью моего ребенка, потерю баскетбольного наставника в команде, которая уже не казалась мне родной. И я просто сидел в машине, на стоянке. По радио играл какой-то ракешник, в руках заряженный пистолет, и в тот момент я понял, что должен убить не себя, а того трусливого парня, который боялся жить по своим правилам. Следующим утром я отправился в магазин, купил краску для волос, и баскетбольный мир увидел мою белую, как техасский снег, голову в дебютном матче за Сан-Антонио. Люди смотрели на меня как на психа. Мне плевать, что вы думаете обо мне. Я ощутил, что наконец-таки живу. Завтра моя голова станет зеленой, через неделю розовой, потом желтой, фантазии не было предела. Леопард, змеиная кожа, огненный узор, я хамелеон. Я порчу имидж NBA. Я бегал с флагом США на голове или с красной лентой, чтобы привлечь внимание к спиду. Соперников это реально отвлекало. Это была психологическая игра. Кто-то скажет, что Родман переходил все границы, и я скажу, что никаких границ не существует. Некоторым парням по типу Стоктона я давал рассмотреть свою прическу очень близко. И это задевало их чувства и лица. Я ругался с судьями, одноклубниками, копил денежные штрафы и будничные отстранения, осознав, что это та жизнь, которая мне по душе. Мадонне это тоже понравилось. Она заглядывала на пару наших матчей, после которых мы с ней мило беседовали в раздевалке. Журналисты крутились как мухи вокруг нашей интрижки, но я не хотел об этом говорить. Любовь любит тишину. Но какая к черту тишина, когда встретились два главных провокатора Америки. Она была безумной. Предлагала мне $20 миллионов за оплодотворение. Я мог быть на другом конце страны, играя в покер. Она звонила и просила, чтоб я немедленно прилетел к ней, потому что она хотела меня прямо сейчас. Я бросал все фишки, ставил игру на паузу и летел к ней на частном самолете. Она так и не залетела от меня. Подфартила мне или нет? Решать вам. А вот красить губы или появиться на вечеринке в мини-юбке — это был мой осознанный выбор. Своего рода способ сказать «я не играю по вашим правилам». И фанаты обожали это. Дети приходили на матчи с разноцветными париками, взрослые мужики красили бороды. Это стало отдельным движением. Занудный старикашка Грег называл меня эгоистом, и пока я бросал в матчах плей-офф Мутомбо на паркет, Спёрс пытались выбросить меня из команды. Поговаривают, что в лиге практически никто не хотел иметь со мной общих дел. С ним в составе у нас не было бы шанса выиграть чемпионат по множеству причин. Грег Попович. Когда я перешел в Буллс, все ждали катастрофы. Стоял знойный летний день. Мы собрались в доме у Джерри Крауза. Скотти, которого несколько лет назад я чуть не отправил на больничную койку, Джордан, которого я изводил, выступая за плохих парней, и Фил Джексон. Мы вышли с тренером в сад, и он спросил меня: «Ты хочешь играть за Чикаго?» «Честно? Мне пофиг», — ответил я.
но мы друг друга поняли. Пришлось по итогу извиниться перед Пиппином за тот инцидент пистоновских времен. И если вы решили, что Родман вернулся на рельсы паровозика из Ромашкова, то наберите судье Теду, которому я знатно прописал с головы после дебюта за быков. Порвав на себе джерси, я кричал: «Накажи меня! Давай, сукин сын, сделай это!» Я продолжал устраивать шоу, но это не мешало мне брать один титул за другим. Летом 96-го я презентовал свою первую книгу «Хочу быть хуже всех». Почему бы не сделать это в шикарном свадебном платье? Прекрасная идея. А еще я женюсь на себе в этот день. Весь город стоял на ушах. Роль невесты мне была очень к лицу. Кстати, если забежать немного вперед, то презентацию второй книги я проводил в гробу. Тим Бертон аплодировал бы мне, стоя за этот прикол. Я был гениальным режиссером своего реалити-шоу и ненавидел операторов. Юджин, кто ж тебе такое имя-то дурацкое придумал? И я тогда не смог выиграть подбор у Гарнета. Увидел перед собой камеру. «Нахрен ты меня снимаешь?» Я пробил ему по ноге, как всегда, не задумываясь о последствиях. Как итог, 11 дней без зарплаты. Мы пошли на мировую, которая обошлась мне в 200 тысяч зеленых. Этим санкциям не было начала и конца. Однажды Фил Джексон классно описал происходящее со мной. «Штрафы Денниса – это благотворительность Чикаго». К деньгам я был равнодушен. Кому-то они были нужны, чтобы привлечь внимание красоток. И я же вас уверяю, пока я играю в баскетбол, я могу получить любую женщину, которую только пожелаю. Этот мазафакер вонял как мусоровоз, а на него в клубе вешали самые красивые модели страны. Нет, я не злюсь из-за женщин, я злюсь из-за того, что этот мазафакер даже не мыл задницу. Шакил О'Нил. 98-й. Шла финальная серия против Юты. После второй игры, в которой я прибил Карла Мэлоуна, у Чикаго была тренировка. А у меня были планы поинтереснее. Я отправился на понедельничный эфир WCW, где прибил стулом DDP. О да, я покорил еще одну вершину. Я звезда рестлинга. Помню, в этот же день Хоган сказал мне: «Тут Фил Джексон на проводе, браза. Он рвет и мечет, браза. Тебе нужно вернуться к команде». Я не хочу возвращаться. Звучит круто, согласитесь. Но я прекрасно понимал, что приеду на матч и сделаю свою работу. Мы не оставили и мокрого места от Джазмана в третьей игре серии. Сразу после финального свистка я подхожу к Филу Джексону и говорю: «Мне надо в отпуск. Прямо сейчас, на пару дней». Он посмотрел на меня как на сумасшедшего. А Джордан прямо сказал тренеру: «Если ты его сейчас отпустишь, то больше мы его не увидим». Спустя час я уже летел в Вегас. 48 часов самого откровенного и запрещенного отдыха, который вы только можете себе представить. В тот момент мы уже вовсю зажигали с Кармен Электрой. Я потерял счет времени. С ней не могло быть по-другому. Как сейчас помню то свидание, которое устроил ей на тренировочной базе Bulls. Мы занимались сексом везде. В массажной комнате, в тренажерном зале и, разумеется, на паркете. Мы были живыми, дикими, и той ночью в закрытом номере отеля насладиться моментом нам мог помешать только Господь Бог. И тут кто-то начал колотить в дверь. Я не заказывал шампанского в номер, какого черта? Открыв дверь, я увидел перед собой Майкла. Кармен в неглиже прыгнула за диван. Она испугалась его воздушества, который вытащил меня из номера и посадил на борт его личного самолета. Я полетел закрывать Карла Мэлоуна. Снова. Да, мы выиграли четвертую игру, как и всю серию. Никаких проблем. Это просто часть шоу имени Родмана. А после завершения банкета мы перенесли наше с Карлом противостояние на ринг. И даже там, в команде с Хоганом, я надрал зад этому парню из Юты. Я был главным супергероем американской индустрии. Деннис уже был рестлером, еще играя в NBA. Он знал, как работать с публикой. Это его суперсила. Халк Хоган. 4 февраля 2000-го. Мне 38 лет. Я стал игроком Dallas Mavericks и поселился у владельца команды Марка Кьюбана. Забавный малый. Он поселил меня в своем гостевом доме. Я планировал играть под 69-м номером, но лига была против. Марк успел напечатать несколько раритетных маек с запрещенным номером, который так и не увидел свет. Плевать, буду играть под 70-м. Мой дебют за Мавс против Сиэтла и полный аншлаг. Еще бы, играет сам Деннис Родман. Я покрасил волосы в белый, как техасский снег, цвет. Есть в этом что-то символичное. Как быстро летит время, а я все еще продолжаю быть собой.
Вторая игра за Даллас была против Бакс, и она стала переломной. Я уже по классике получил технарь за то, что оспаривал действия судьи, который ни черта не смыслит в баскетболе. Я не нравился этим бегающим зебрам. Следующий эпизод, мне свистят фол. Чё вы творите? Я уселся в своей краске, чтобы выразить недовольство. За это я получаю еще один технический фол. Это, черт возьми, несправедливо. Гнев переполнял меня. Споры с судьей не помогали. Я уже слишком стар для этого дерьма. Увидав в первом ряду мальчишку, который внимательно смотрел за тем, что происходит на паркете, я снял с себя майку и вручил ему. Она мне больше не нужна. Вы хотите шоу? Эй, Дэвид Стерн, надевай перчатки, давай зайдем в ринг, и посмотрим, кто выйдет победителем. Разденемся догола и погнали, брат. За 12 игр в Далласе технарей у меня набралось больше, чем попаданий с игры. Ненавижу судей. Они должны понимать, зрители приходят смотреть не на них. Я пытаюсь помочь команде выиграть. Хотя, кого я обманываю? В моменте я осознал, что нахожусь в окружении журналистов. Я не сдержался. Мне бы уйти на пенсию. Похоже, я просто устал от баскетбола. Дело не только в игре. Давит весь этот бред вокруг. Деннис Родман. Единственное, о чем я жалею, я хотел бы быть лучшим отцом. Моя дочь Тринити, которая сама добилась невероятных успехов в футболе, однажды сказала: «Он не отец, может быть по крови, но не больше. Я думаю, он невероятно эгоистичный человек. Он был уверен, что весь мир крутился вокруг него, но в то же время у него была своя травма, и он никогда не понимал, что близкие люди могут просто хотеть быть рядом с ним и делать его счастливым». Прости меня, дочь. Я правда этого не понимал. Мне гораздо проще было дружить с Ким Чен Ыном, сниматься в отстойных боевиках с Жан-Клодом Ван Даммом, планировать женскую лигу стриптизерш, чем открываться людям, устраивать душевный стриптиз. Я артист, потому что за маской ты можешь скрыть свои искренние чувства. Каждый день новое шоу. Спектакль одного актера. Одного. Слышишь, Трини? Я так и не смог поменять это в себе. Кто-то говорит, что я был клоуном, а кто-то, что я был защитным гением. Я знаю одно. Я всегда был настоящим. Я пахал как никто в этом чертовом бизнесе. Я не боялся быть собой. И знаете что? Именно это делает меня самым харизматичным игроком в истории NBA. Можете меня любить, можете ненавидеть. Мне плевать. Я просто всегда оставался собой.